Вязать я буду из шнура карамель, это 5-миллиметровый шнур, и крючок я буду использовать 5 миллиметров тоже. Оставляю от начала вязания хвостик примерно сантиметров 30, может быть даже 40. И делаю цепочку из воздушных петель. Я делаю 7 воздушных петель. Первая петля у меня тоже считается за петлю. Длина цепочки из воздушных петель должна соответствовать желаемой ширине вашего изделия, ну либо быть чуть-чуть поменьше, потому что в вязании цепочка чуть-чуть еще растянется. Смотрите, дальше я перехожу к вязанию первого ряда. Меняю направление вкалывания крючка на открытой петле, подхватываю рабочую нитку и делаю первую подъемную петлю для этого узора. Завершаю этот узор, завершаю петли в этом узоре одной воздушной петлей. Итак, первая петля у меня готова, и дальше я уже обвязываю эту цепочку по периметру. В ту же самую точку, куда у меня сделана первая петля, я снова вставляю крючок в одну полупетлю, как бы за одну полупетлю буду обвязывать эту воздушную цепочку, подхватываю рабочую нитку, меняю направление крючка и одну петлю через другую. Завершаю этот стежок воздушной петлей. Дальше вяжу по одному ротанговому стежку до конца ряда в каждое звено. Меняю и завершаю воздушной петлей. Снова. Здесь практически делается обычный столбик без накида. Единственное, что меняется направление петель на крючке. А так все движения очень похожи на то, как вы вяжете обычный столбик без накида. Вяжу так вот до этой точки. В последнюю точку, в последнее звено, это не узелочек, у меня это последнее звено, я делаю 4 ротанговых стежка для поворота. Первый. Второй. Третий. Не забывайте делать воздушную петлю после стежка. И четвертый. Иначе узор у вас сильно испортится. Продолжаю вязать стежками, вкалываю крючок в те же самые точки, в которые я вкалывала, когда делала обвязку вот в эту сторону, то есть в противолежащие петли, в те же самые точки. Вот так. Смотрите, вот эта точка, куда нужно вколоть крючок, из нее выходит противолежащая ротанговая петля. Вот сюда я прям вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку и меняю положение петель на крючке. Не забываю сделать воздушную петлю в конце этого стежка. Вяжу так вот до самой первой точки. По одной ротанговой петле в каждую точку. Дошла я до самой первой точки, и смотрите, отсюда у меня уже выходят 2 стежка. И, соответственно, мне нужно сделать еще 2 стежка в этой точке, потому что здесь у меня выходят 4 стежка из одной точки. Ну и, соответственно, противолежащий край должен быть точно таким же. Снова вставляю в ту же самую первую точку крючок, вытаскиваю, делаю первый стежок, воздушная петля. И вот единственный случай, когда мы не делаем воздушную петлю после стежка, это самый последний стежок. Вот он, 4-й. Вставляю, вывожу, и здесь я просто протаскиваю одну петлю через другую, а воздушную петлю пока не делаю. Отодвигаю немножко стежок влево, нахожу здесь вот одну ниточку. Вот, смотрите, вот она, одна ниточка. Вставляю под нее крючок с изнанки на лицо,
подхватываю открытую петлю и вывожу ее на изнанку. Провязываю. Вот теперь я провязываю воздушной петлей. Все, у меня получается из этой точки тоже вышло 4 стежка, точно так же, как и вот здесь. Перехожу к вязанию второго ряда. Второй ряд и все последующие ряды будут вязаться абсолютно одинаково. Смотрите, сейчас я нахожусь вот здесь. И как бы у меня сделана первая воздушная петля подъема на следующий ряд, я делаю шаг вперед, то есть вот этот стежок я пропускаю и вставляю крючок между первым и вторым звеном. Вот так. Подхватываю нитку, вывожу, меняю петли на крючки, одну петлю через другую и провязываю. Если вы хотите сделать какое-то большое прямоугольное донышко, то просто вот в этих точках делайте по 2 ротанговых петли. Тогда у вас пойдет равномерный прямоугольник вот здесь, и вы будете его расширять вот так вот, да? По принципу квадрата, только у вас будет прямоугольник. У меня же будет плоское дно, и мне не нужен здесь прямоугольник, поэтому я просто вяжу по одному стежку в каждую точку предыдущего ряда. Точнее, между точек предыдущего ряда. Вывожу, меняю и не забываю про воздушную петлю. Смотрите, пока изделие, которое я вяжу, довольно небольшое, я его не выворачиваю на лицо, я его наоборот выворачиваю на изнанку. Я выверну его уже в самом конце, просто если я сейчас его начну выворачивать на лицо, у меня будет страдать плотность моего изделия, и, скорее всего, вот здесь вот у меня будет большое расстояние между петлями. Поэтому вот такой небольшой прием, такая хитрость, как вязание как бы вашего полотна лицом внутрь, я использую для того, чтобы моя плотность сохранилась. Вяжу по одному ротанговому стежку в каждое пространство между петлями и в конце делаю соединение. Число петель у меня что в первом, что во втором ряду всегда одинаковое, что во всех остальных рядах. Когда вы вкалываете крючок в изделие между стежками, смотрите, чтобы с изнаночной стороны у вас крючок тоже вышел между вот этими двумя нитями, точно так же, как и с лица. То есть здесь с лица вы его вкалываете между стежками и с изнанки, чтобы он не был где-то вправо или где-то влево. Тогда ваши стежки будут самыми ровными. Завершаю второй ряд. Вот сюда мне нужно сделать еще один стежок. Так. Вкалываю и смотрю, чтобы нитка у меня вышла справа. Справа от крючка. Слева, точнее, от крючка она была бы. Ну, так, если смотреть, то справа. Ну и точно так же в последнем стежке я не делаю воздушную петлю, просто стараюсь вот эту петельку чуть-чуть посвободнее вытянуть. Опять завожу крючок под первую горизонтальную петлю, подхватываю открытую петлю, вывожу ее на изнанку и делаю вот сейчас воздушную петлю подъема на следующий ряд. И вяжу третий ряд. Ну, точно так же, как и второй, как и все последующие ряды, на шаг вперед вкалываю крючок между ножками, что с лица, что с изнанки. Меняю петли на крючке. Провязываю. Опять на шаг вперед, точнее, в следующую точку между стежками вкалываю. Меняю петли на крючке и провязываю. Вяжу так все оставшиеся ряды на нужную мне высоту. Итак, я связала 25 рядов в высоту, и мне теперь нужно связать еще в последнем ряду последние 2 петли. Делаю предпоследнюю петлю, поворачиваю, меняю направление
петель и делаю воздушную петлю. И дальше я сначала соединюсь, а потом уже доделаю последний стежок. Вытаскиваю нить через последнюю петлю. Так. Вставляю нить, вставляю крючок в первый подъемный столбик, вытаскиваю снова нить. И завожу еще крючок вот сюда, в воздушную петлю, которую мы не доделали. Снова подхватываю нить, снова вывожу ее. И вот теперь мне остается сделать последний стежок. Вставляю крючок так, как мы его вставляли в каждом из рядов, в ту же самую точку. Смотрю, чтобы с изнанки он тоже вышел правильно. Подхватываю рабочую нитку, вывожу ее снова. Подтягиваю все аккуратно и дальше завожу крючок с изнанки на лицо. Подхватываю рабочую нитку и снова вывожу ее. Поправляю нить, чтобы она легла ровно, и мне нужно доделать вот этот стежок. То есть мне нужно сейчас крючок будет завести в ту точку опять, куда мы каждый раз вкалываем крючок, когда делаем последнюю петлю. Только на этот раз не с лица на изнанке, а с изнанки на лицо. Так, подхватываю рабочую нитку и вывожу нить на изнанку. И снова вывожу нить. Так. Вот так у меня получается соединение последнего ряда. Видите, оно абсолютно бесшовно. Дальше нить нужно обрезать, заплавить кончики и спрятать в рядах. И еще помните первый самый ряд. Вот здесь мы обвязывали цепочку из воздушных петель. Так как у меня первый самый ряд и вообще само изделие плоское, то здесь особых отверстий не будет. Но если вы будете по такому принципу делать овал или прямоугольник, то у вас будут отверстия, поэтому это все нужно немножко замаскировать. Здесь мы оставляли нитку. Вот она. По-хорошему нужно было это маскировать на таком маленьком изделии, когда оно было еще невысокое, потому что сейчас мне туда даже сложно засунуть руку. То есть она с трудом туда проходит. Ну ладно, как-нибудь уж сделаю я этот фокус. Итак, вставляю крючок вот так. И там я нахожу эту свою нитку, которую мы оставляли от первого ряда. Подхватываю ее, вывожу. И буду прокладывать маскировочные стежки вот так вот, которые тоже будут повторять этот ротанг. Ну, для того, чтобы просто здесь не было никаких отверстий. Итак, вот сюда крючок завожу. Так. Даже можно вот так, наверное, сделать. Поправляю нить. Следующее звено, следующий стежок. Снова поправляю нить, чтобы просто она легла красиво, не была перекрученной. Следующее. И так прохожусь до конца ряда. Вот в эти точки между стежками. И как бы видите, первый ряд у меня тоже покрывается ротанговыми стежками. И, по-моему, смотрится очень красиво. Вывожу. И самый последний стежок.
И дальше низ нужно еще как-то будет спрятать на изнанке. Вот таким получается первый ряд. И вот она сама сумочка. Так, сейчас я в нее вставлю свой телефон. Я добавлю к этой сумочке самую простую ручку цепь, чтобы это был не просто чехол, но еще и сумочка. И с другой стороны. Смотрите, он получился очень толстая и плотная вязка, поэтому, мне кажется, для сумочки, именно как для чехла, ну, не очень применимо, но вот для какого-нибудь клатча, то вполне. Потому что если я сюда вставлю телефон, вот что у меня получается. Очень толстая вязка. И, конечно, телефон даже, мне кажется, можно спокойно уронить. Ему ничего не будет. Но я не буду этого делать. Бьют телефоны на других каналах. Если вам понравилось это видео, если вам понравился этот мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, сохраняйте видео к себе в плейлисты. Спасибо за внимание. Пока-пока.